Слава Украине, привет всем от Полонского, наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня, друзья, у нас 17 апреля 2025 год. Путинцы продолжают попытки наступления на нескольких участках фронта. Не на всех, сразу скажу, на все у них и близко сил не хватает. Но на некоторых участках пытаются идти механизированными колоннами. Ну, собственно говоря, это крайне глупо делать. Но их командование считает, что это хороший способ захватить пол лесопосадки, сжечь в ней, я не знаю, там 15 танков. Ну, это с их точки зрения нормальный размен. Вот, и там положить, наверное, 200-300 чмобиков в этой пол лесопосадки. Ну, это считается нормальным, это считается хорошим результатом, поскольку чмобиков не жалко, а так они думают, смотрите, у них сейчас общая ситуация такова. Они хотят до перемирия, которое они чувствуют, что все-таки будет, наверное, а я не знаю, честно говоря, нахапать как можно больше, чтобы зафиксировать вот эти максимальные свои приобретения территориальные. Ну, с территориальными приобретениями как-то не получается, а вот с потерями, да, таки да. 1230 уконтрапупленных чмобиков за прошедшие сутки, что дает нам в общей сложности 937 440 уконтрапупленных федерастов, которые, как говорится, пришли в Украину убивать женщин и детей, но не смогли, да. И вчера был очень урожайный день на танки. Ну, понятно, это не 23-й год. Их там джавелинами и энлавами нажгли побольше. Но сейчас тоже много. 16 штук за один день. Это замечательно. И всего 10 654. Отлично. 54 боевых машин и пехоты. Это большой результат. И я скажу, вообще один из лучших за все время. Я не говорю, что это рекорд, но это хороший. Очень хорошо. Всего 22 217. То есть путинцы, что они делают? Они копят то, что они могут скопить на 2-3 участках, а потом эти механизированные колонны посылают на забой. Ну, вот это и получается, вместе с чмобиками. 65 пушек. Ну, это стабильно. Наши дроны, наша арта выносит это все дело. Они привозят новые, уже новые привозятся те, которые по 50, по 60 лет стоят на приколе, где-то на складах открытого хранения, привозят их и через сутки-двое их тоже сжигают вместе с экипажами. Вот так это все выглядит. Это же касается и минометов, это же касается и пушек. Я говорю, это сейчас привозят им на фронт артиллерию, там модели 46-го, 53-го года. Вот представьте себе, что это не значит, что она не стреляет. Оно стреляет. Но сами понимаете, да. Вот. На сегодняшний день, чтобы вы понимали, Северная Корея дает России приблизительно 50% боеприпасов, которые Россия вообще тратит на поле боя. И Северная Корея за последние несколько месяцев подняла на России более 20 миллиардов долларов. Да, просто потому, что они им продают боеприпасы свои, а у России их не хватает. Да. 2 единицы РСЗО, ракетных систем залпового огня, какие я вам не скажу, и 3 средства ПВО. Вот это, ребята, замечательные. Если это хоть БУК, хоть Панцирь, хоть что хотите, да, это все стоит очень дорого и слабо подлежит восстановлению. Поэтому вот когда я вижу, что средства ПВО уничтожено, это просто, знаете, это радость вызывает, искреннюю радость, потому что наши дроны смогут свободнее долетать до российского города Шуя и наводить там, как говорится, шурум-бурум в Шуе. Вот, всего 1135 единиц ПВО уничтожено у рашистов. Ну и также, как говорится, коллективный трампопут посылает нам дроны. 88 дронов сбито за последние сутки, много шахедов среди них. Ну, ребята, ситуация не меняется. В то время как мы вот в той же Шуе, да, например, долбанули по воинской части, абсолютно законной воинской целью, да, эти бандиты путинские лупанули у нас по Днепру, по центру города, точно так же, как они лупанули по Суму. Ну, что тут говорить, бандиты есть бандиты. Да, всего сбито 32 925 беспилотников. Также уничтожено 170 грузовиков и автоцистерн. Там красивое видео есть, кстати, уничтожение, как они в Белгородской народной возили вдоль линии фронта порядка 40 КАМАЗов с срочниками. Ну и по этим КАМАЗам прилетели, их все сожгли. Прилетело. А что там с этими срочниками, сейчас мне вам доложить довольно сложно.
Вот они были в этих КАМАЗах. Как будет ситуация развиваться, доложим вам, как говорится. Но пока вот они вошли сюда, в эти 170. Всего 44 642. И 3 единицы спецтехники, не указанная, всего 3807 штук. Таким образом, друзья мои, смотрите. Путинцы делают последние усилия, знаете, в стиле вот этого утопающего, который пытается там захватить кислород, открывая рот пошире, а там уже вокруг вода. Такие они пытаются хапнуть здесь лесопосадку, там лесопосадку, тут продвинуться, там что-то там шмындрится, тут, как говорится, оно ничего не получается, оно только сжигается, у них личный состав переводится в хламину. Вот. Но, судя по всему, Путину это все как раз и нравится.